Я вернулась из Москвы. Так рада, так рада. Я очень люблю возвращаться домой. Прям, мне все время не по себе, хотя мне всегда хочется какой-то отдохнуть, сменить обстановку. В этот раз у меня вообще как-то получилось так, что даже в Москву я не ездила очень долго. Хотя у меня там родственники живут. Ну и родители мои тоже. Вернулась домой. Что, сделаем вместе обход? Конечно, как приезжаю, всегда обход — это святое. Проверить все, всех, потому что мне всегда кажется, что никто не видит так моих животных, как я. Никто. То есть я могу просто по поведению, по звуку понять, что что-то не так, да? Здравствуйте, мистер Пум. Здравствуйте. Моя ты пусечка. Вот, расскажу последние новости, то, что не показывала. Где моя вторая пусечка? Пусечка? А ты спустилась, мою девочку. Где моя девочка? Где мой сладкий ребенок? Какой-то ребенок. Да. С Пумой, как вы видите, все хорошо. Все прекрасненько. Вообще просто. Нала, как всегда, пытается раздать люлей. У нас за это время почти сошел снег, а это значит, что скоро я смогу перенести забор. Сложность забора заключалась в том, что мне не могли покрасить. Понятное дело, краской покрасить можно, но чтобы это была нормальная заводская краска на столбы. Они зимой не брались. Сейчас буду звонить уже узнавать, потому что я уже хочу забор перенести. Так, здесь у нас Симбабу. Симбабу, здравствуйте. Все хорошо у вас? Сейчас к вам Умку пущу. Вы согласны? По-моему, он спит. Вот. Так что уже начнутся какие-то движения. Правда, у меня в этом месяце в планах все-таки уехать в отпуск, потому что, наверное, это последний период, когда я могу куда-то уехать, потом уже все. Мяу-мяу, сейчас зайдем. Ханна сидела с Мартином, пока меня не было, пока я была в Москве 3 дня. Потом ее рассадили, потому что почему мои шлёшки. Ой, я забыла, что надо надеть другие вещи. Мартин довольный всем этим происходящим моментом, то, что Ханна с ним сидела, естественно. Умку сегодня, вот я сегодня их вечером загоню домой, как сразу их объединю всех. Ханну с Мартином, Умку с Симбой. И потом, как я уже говорю, я планирую небольшой отпуск. Не знаю, получится он или нет пока. Вот, потому что надо собрать всех. Я там и брата беру, и ребенка, в общем, всех. И, кажется, всех надо стыковать, если получится, будет супер. Потому что потом, собственно, все, уже особо таких возможностей поездить не будет. Потому что, естественно, я не знаю, будут рейсы рожать или нет, но я буду этого ждать, соответственно, буду привязана. Ну, а потом уже там и мне рожать. Ой, смотрите, как Симба рад. Кстати, вопрос о Симбе давно, наверное, вот как раз сейчас мы садим. Я покажу прогулку Симбы и Умки. Я вместе их еще не выпускала, но Симбу отдельно я выпускаю. Вот, заметили, да? Весна, март, как они даже по-другому заорали. Вот, видите, Умочка начала попой поворачиваться. Ну, самцы прям орут. Ой, да. Так, пойдемте дальше, всех остальных вам покажу. Чтоб честно было, пока гуляют ребятки. Так, у кошек, у собак все прекрасно. Маня где-то ходит. Я думаю, что на обратном пути мы ее встретим. А может, она уже... вон она в будке спит. Коты. Пойдемте посмотрим котов. И вон Матвеюшка, наш солнышко, вышел погулять. Да, ой, сейчас к вам иду. В общем, коты здесь все тусуют. Вон. Амалия. Ная, привет, красотка. Всем что вы показать не хотите? Так, тут у нас планируется ремонт. Очередной в этой комнате. Сняли все обои, будем красить. Вот тут заделались уже такие дырочки. Все это. Осталось больше половины краски с Алисиной комнаты, поэтому я докупила еще краски базовые, чтобы перекрыть такой темный цвет. Здесь будет желтая комната. Мне кажется, прекрасная идея. Пишите, что вы об этом думаете. Но мне кажется, это просто идеально, потому что мне очень нравится у Алисы желтый цвет там в комнате. И здесь сюда, скорее всего, диван перенесу. Тот, который был бирюзовый в Алисиной комнате. Потому что он все равно стоит ни к селу, ни к городу, а этот поменьше у меня встанет лучше там. Ну, либо, не знаю, либо Алисе отдам потом когда-нибудь.
Что, все меня встречают, да? Давайте смотреть, что там с Руфи. Хуяха. А Руфи, видимо, на улице у нас. Ладно, давайте смотреть, что с енотами. Вот, кстати говоря, Тимофеюшка, которого мы не увидели. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа. Енотья руку. Енотья мордочка. Такая тушечка уже. Горушка соскучилась по мне. Горушка соскучилась. Горушка соскучилась. Да, я тоже соскучилась. Я тоже моя принцесса. Да. Горушка не всегда себя разрешает на руки брать, но когда она скучает, она разрешает. Ну, ой, чего шляцкий. Ой, тяжелая, давай сюда. А вон и Руфи пожаловал. Ну, он не пожаловал на улицу, но на улицу увидим. Так, здесь у нас тоже все хорошо. Да, здравствуйте. Холли переехала сюда, потому что Холли драконила. Ну, во-первых, потому что ей уже пора. Ну, кстати, реально сейчас жёчка нет, может быть, и ничего нет, у нее просто переела. Потому что Холли драконила всех там. Это первое, второе, просто ей надо было. И заводчица, с кем, ну, кого я брала, Холли и Няу, и ветеринар сказал, что ее как можно скорее надо повязать, потому что в ситуации, которая была у нее, какие были роды у нее, ей нужно раскрывать родовые пути, чтобы не было спайк. В общем, я честно могу сказать, вот в таких нюансах я не разбираюсь. И первый раз об этом услышала, но поговорила с несколькими, сказали, да, действительно, ее надо сразу ссадить. Поэтому я ее вернула к мужу. Из плохих новостей у нас ушел один ее котенок, мальчик, который был, вот вы, наверное, замечательно видели, он был меньше девочки, намного все остальное. И я, естественно, отдала его на вскрытие, потому что я, конечно, понимала, что с ним что-то не так, но я не понимала, что, в чем нюанс. Вот, и вскрытие показало, что у него были пороки развития изначально, у него было трехкамерное сердце, то есть, в принципе, конечно, он не мог жить с таким сердцем. И, скорее всего, если бы я его с самого начала не тянула и не пихала все это время еду в него, то он бы, конечно, не выжил. Вот, и диафрагмальная грыжа огромная. Ну, вот грыжа как раз-таки могла образоваться за счет таких сложных родов, но кто вскрывал, говорит, что, скорее всего, она и была. Ну и, соответственно, дело даже не только в грыже, а в трехкамерном сердце. И, к сожалению, уже раз начали с плохих новостей, то расскажу про Мяту сейчас, которая тоже от нас ушла. И мне это очень тяжело далось, потому что это единственная была барханка, которая у меня была без проблем, и которая ушла, к сожалению, у меня прямо на руках, просто в судорогах. На вскрытии у нее в голове нашли аневризму аорты. Аорты, по-моему, так это называется. Ну, в общем, это просто было мгновенное, и обнаружить это как-либо, ну, диагностировать заранее. Но люди это, например, находят, когда делают себе МРТ. Кошкам, ну, делают МРТ по показаниям. Я за свою жизнь только один раз делала МРТ кошкам. Ну, в общем, как-то так. Произошло довольно-таки давно. Я уже более-менее к этой мысли привыкла. Мне это очень тяжело далось. Вот, а с котенком произошло совсем недавно. И, конечно, мне очень уважали. Мне жаль, что я узнала об этом так поздно, потому что я буду честна, что вряд ли бы я его тянула, если бы я знала о таких патологиях, потому что с такой патологией не живут. То есть это неправильно сформированное сердце. Вот, но я все равно рада, что он прожил со мной 3 месяца, даже больше, по-моему. И мне совершенно не жалко то, что я там столько времени и сил потратила, выхаживая его с самого начала. Вот, мне жалко именно то, что, ну, не знаю, насколько он мучился или нет, то, что вот ему пришлось это испытать. Идем. Так, ну здесь все хорошо. Глаша, по ощущениям было, что она беременна, но она, мне кажется, просто переела. То есть сейчас она вот начала линять, и она похудее стала. Вот. Здесь все хорошо. Пойдемте к бобру. Здравствуйте. У вас тут, как всегда, потоп, да? Зачем так воду разлили? С бобром тоже, как видите, все хорошо. Здрасте. Здрасте, мордасте. Здрасте. Да, да, это я. Это все еще я. Да, мой сладкий. Ты же мой хороший. Сейчас мы чуть попозже пойдем погуляем с тобой по дому, да? Пойдем погуляем по дому. Ты же мой сладкий бобр. Зуб на месте. Шпик.
Так, что-то, говорит, там вкусненькое есть. Здрасте. Ну иди, заходи. Ой, ничего себе, какие люди. Сейчас я пройду там. Я думала, мы сможем его увидеть только через тот проход. Кстати, какую красоту они здесь сделали из сена. Василечек пришел за морковкой. Он, конечно же, убежит, как я открою дверь. Ну, хоть посмотрим, какой он красавчик. Огромный уже, прям совсем огромный. Шерстка-то какая лосница. Как по мне, у него шерсть все-таки отличается от Емуры и от Романа. Она прям такая идеальная какая-то. Я просто посмотрела псих. Так, не увидели Василису, но Артек говорит, что она спит там. Но они вечером выходят обычно. Так, пойдемте посмотрим Руфи, в каком настроении. Ух ты, ой, не очень, да, настроение? Ну да ладно тебе. Не очень, да? Ясно, понятно. Это что тут за картина маслом? То есть я твою мамку на той неделе отправила в тот дом, а ты себе новую мамку нашла? Барби, ты такая же, как Мелисса, да, безотказная. Спят красавцы. Ага. Я твою мамку отправила, такая не обломалась, нашла себе новую мамку.